Главные новости этого дня. Пресс-служба МВД по городу Москве сообщает шокирующие новости о известном певце Филиппе Киркорове. Сегодня утром Филипп Бедросович Киркоров был взят под стражу и доставлен в полицейский участок номер 35 по городу Москве, а чуть позже известный артист будет переведен в камеру временного задержания по обвинению в смерти преподавателя физкультуры Московской гимназии Степана Фонарева. Трагическое событие произошло несколько дней назад. Дело Киркорова контролирует заместитель Александра Бастрыкина Валерий Афанасьев. На завтрашнее утро назначен первый допрос Филиппа Бедросовича. Певицу Кристину Орбакайте лишили звания заслуженной артистки России. Решение было принято 2 дня назад на совместном совещании Комитета Никиты Михалкова и Министерства культуры Российской Федерации. По словам руководителей организации, данное решение связано с тем, что Кристина Орбакайте уже несколько лет проживает за пределами Российской Федерации и дает свои музыкальные концерты в странах Европы и Америки. Помимо этого, дочь Аллы Пугачевой замешана в некоторых криминальных происшествиях, что недопустимо для заслуженного артиста Российской Федерации. Приказ о снятии звания вступил в силу 1 декабря текущего года. Известная советская актриса Наталья Фатеева перенесла срочную операцию по замене тазобедренного протеза. Наталья Николаевна вернулась домой и осваивает ходунки, а также готовится к поездке на реабилитацию в Израиль. Жизнь народной артистки Натальи Фатеевой несколько недель назад омрачилась серьезной травмой. Женщина поскользнулась и получила серьезное повреждение. Члены комитета, известные артисты, певец Александр Новиков и Александр Розенбаум провели самую глобальную проверку Приморского края, в частности города Владивостока, за последние полгода. Комиссия комитета проверяла пенсионные фонды и злачные ночные заведения данного региона. В ходе проверки были закрыты 11 ночных клубов Владивостока и близлежащих городов. Также в связи с грубейшими нарушениями в работе было арестовано 2 руководителя пенсионного фонда Приморского края. Следующие регионы, куда отправятся известные артисты Александр Новиков и Александр Розенбаум, это город Мурманск, а затем Калининград. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова, Генеральная прокуратура и Следственный комитет Российской Федерации приняли повторное решение арестовать народную артистку России Надежду Бабкину и отправить ее в следственный изолятор города Москвы. Надежда Георгиевна будет находиться в женском следственном изоляторе пока 1 месяц, до начала первого судебного заседания. Шокирующий арест Надежды Бабкиной связан с трагическим событием, которое произошло еще летом этого года в поезде Калининград-Москва. Надежда Бабкина возвращалась с гастролей в поезде вместе со своим молодым человеком, российским оперным певцом. Во время путешествия в поезде произошло чрезвычайное событие. У молодого человека Надежды Бабкиной во время поездки в поезде возникли скоротечные романтические отношения с проводницей данного поезда, что и привело к печальным последствиям. Надежда Бабкина, не выдержав цену ревности с участием своего молодого человека, не сдержала эмоций и лишила жизни проводницу поезда. По данным следствия, 25-летняя проводница погибла в результате ножевых ранений. Некоторое время после данного события Надежда Георгиевна находилась в следственном изоляторе, однако после была переведена под домашний арест в связи с тем, что состояние здоровья артистки резко ухудшилось. Однако спустя 4 месяца Генеральная прокуратура и комитет Михалкова вновь возвращают Надежду Бабкину в следственный изолятор до начала судебного заседания. Сегодня утром в 30 километрах от Санкт-Петербурга в дорожно-транспортное происшествие попал известный актер Сергей Безруков вместе со своей семьей. К счастью, никто серьезно не пострадал, однако поначалу все складывалось трагически.
Сергей Безруков не справился с управлением, и джип известного артиста ушел в кювет и перевернулся. Однако смекалка и отвага Сергея Витальевича Безрукова помогла спастись его близким. Артист своевременно отреагировал на чрезвычайную ситуацию и вытащил из автомобиля своих родных, после чего вызвал скорую помощь и полицию. Известная латвийская и советская певица Анна Веске была госпитализирована в психиатрическую больницу в связи с серьезными проблемами со здоровьем. Отметим, что еще 2 года назад в жизни Анны Веске произошла колоссальная семейная драма. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 внука артистки. После этого события Анна Веске до сих пор не может прийти в себя и часто находится на лечении в психиатрической клинике. Совсем недавно появилась информация, что Анна Веске покинет музыкальную сцену, однако известная артистка после колоссальной драмы нашла в себе силы продолжить творческую карьеру. Сегодня утром появились печальные новости о известном артисте 90-х годов Андрее Губине. На официальном сайте артиста появилась информация, что Андрей Викторович Губин завершает музыкальную творческую карьеру в связи с большими проблемами со здоровьем. Многие поклонники Андрея Викторовича Губина после его творческого вечера этим летом надеялись, что известный артист вернется на большую сцену, однако возвращение не произошло. У Андрея Викторовича серьезно ухудшилось состояние здоровья. Представителя центрального аппарата МВД по городу Москве Ирину Волк обвиняют в получении крупной денежной взятки в размере 10 миллионов рублей от известных криминальных авторитетов. Появилась видеосъемка данного события, на которой видно, что Ирина Волк получает крупную денежную сумму, находясь в своем кабинете от незнакомых людей. На данный момент информация полностью проверяется. Существует версия, что данная взятка была дана за прекращение уголовного дела против криминальных авторитетов. Пресс-служба комитета сообщает трагические новости из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Вчера вечером на Северном Кавказе под лавину попали 2 автобуса, где находились известные артисты, которые ехали на музыкальные гастроли. По данным прессы, артисты направлялись в один из удаленных городов Северного Кавказа. В автобусах находились представители таких известных музыкальных коллективов России, как второй состав группы Наутилус Помпилиус, музыкальная группа Чайф и музыкальная группа Рок-Острова. По данным прессы, 3 артиста погибли, остальные получили повреждения разной степени. Погибших артистов представители музыкальных коллективов Чайф, Наутилус Помпилиус и Рок-Острова Сергея Степунова, Евгения Петрасина и Ивана Калиниченко доставили в центральный морг близлежащего города. На опознание артистов выехали их близкие и родные. Как заявил руководитель антикоррупционного комитета Никита Михалков, его команда окажет посильную помощь в похоронах и поисках известных артистов. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.